Мы находимся на территории проведения специальной военной операции, и рядом со мной командир танковой роты с позывным «Ермак». Всех сторон побывать успели, да. Были, в общем, на всех практически направлениях. Как раз самые такие жаркие моменты, сами понимаете, танковое подразделение являются основными, так скажем, в момент наступления, в момент наступательных действий без танкистов не обходятся. А на каких танках удалось повоевать? Первые танки Т-72 первой модификации. Танк надежный, хороший, проверенный временем. Те танки, которые были у нас по штату. То есть на которые мы обучались, готовились, проходили там неоднократно ни одно учение на этих танках. Знали уже, как скажем, живой организм. А в чем преимущество Т-90М «Прорыв»? Преимуществ много, масса преимуществ. Первое — это броня. Броня у него намного крепче. Против птуров, то есть устанавливаются уже считывающие приборы, когда по тебе наводятся там птурами или другими танками, то, соответственно, тебе уже на приборных панелях показывает. Ну и обзор, естественно, компьютеризировано, то есть танк современный, новый. А как часто проводится боевое слаживание и насколько слажена работа ваших танкистов? В момент, когда на отдыхе, если так можно назвать, в эти периоды обязательно проводится там работа над ошибками, боевое слаживание, учитывается, дорабатываются все моменты, которые там были в момент работы так непосредственной. Да. То есть постоянное боевое слаживание. Как поменялась тактика применения танков за время специальной военной операции? Поменялось кардинально, я бы сказал даже. То есть начало специальной военной операции, скажем так, перли, гнали. Постепенно уже начало точечно применяться, да, то есть каждая единица, скажем так. Если раньше мы там группой, допустим, выходили работать, сейчас можем мы по одному выходить работать, но все в зависимости от направления, куда нам надо выезжать. Танки — это сила, танки — мощь, скажем, техника для наступательных действий, для прорыва. Хорошо слаженная оборона противника. Всегда так и было, в принципе. Но сейчас просто применение, да, чуть-чуть по-другому, да. А какие главные в данный момент угрозы для танков? Это одна из таких основных, наверное, проблем сейчас в данное время. Это дроны, FPV-дроны, дроны камикадзе. Угрозы, они всегда были и будут в любом случае. Но вот именно то, что сейчас прорабатываем, это FPV-дроны. Что изменилось с появлением этих дронов? В первую очередь стали уже разрабатывать вооружение, которое будет бороться с этими дронами, глушить, так скажем, сигнал этих дронов и уже минимизировать применение противником дронов. Какую бы технику ты бы хотел видеть больше в вооруженных силах Российской Федерации? Во всех бы направлениях, думаю, было бы прекрасно, если бы появилось больше подразделений, которые специализируются на беспилотном. То есть для меня, как для командира подразделения, естественно, жизни людей — это самое основное, самое важное. Любые задачи естественно, лучше выполняются, если там находится человек, да, непосредственно он за свою жизнь несет ответственность, да. Было бы там больше FPV, всяких разных, да, беспилотных устройств, было бы круто. А если бы танк еще беспилотный был бы, то противник бы, наверное, был бы в шоке. А что бы хотел передать своим родным, близким? Хочу передать огромный привет, скажем так, всем родственников моих солдат, то есть всем тем, кто меня знает, а знают меня практически все они. Тоже хотел бы передать слова благодарности за то, что доверили своих сыновей, своих мужей, своих отцов. А что бы хотел передать нашим китайским товарищам? Хотел бы передать огромный привет, скажем так, Россия и Китай, мы друзья, поэтому всем тем, кто нас смотрит, огромный привет.